Приветики! С вами Ману, и сегодня я поведаю вам о том, сколько можно зарабатывать с перепродаж. В прошлом видео я объяснил, как в действительности стоит оценивать свой заработок, но сейчас речь пойдет немножко о другом. Представим, что время на продажу предметов и на их менеджмент в рюкзаке и сундуках не учитывается, а учитывается лишь время на получение предметов. Это общая практика при составлении разных гайдов по заработку голды или откровении очередного суперприбыльного способа заработка. В одном из более ранних видео я показал, что на непрокачанном персонаже можно сделать 200 тысяч в час, имея на руках только самую базовую информацию и некоторые знания о ценах. Кажется, это не слишком много и едва ли конкурирует по прибыльности со сбором цветов в полях Краглорна. Однако важной особенностью той закупки было отсутствие какого-то неординарно дорогого предмета в ней. Это дает оценить наименьшую возможную прибыль. Дело в том, что в большинстве случаев, если пройти закупиться в пиковые часы онлайна, найдется один-два предмета, которые продавцы отдают даром, но в действительности их можно продать за много сотен тысяч или даже миллионы. Это не дает как-то объективно оценить средний заработок в час. Просто потому, что иногда эти предметы дают миллион прибыли, а иногда несколько миллионов. И чтобы вывести какой-то средний, нужно сопоставить товары, закупленные в конкретный день, с продажами, растянутыми на несколько недель. Вручную это долго, а донов, которые могут это сделать, сейчас в игре нет. Поэтому единственной относительно надежной оценкой я посчитал походы, в которых подобных покупок не встретилось. За август-сентябрь я смог словить и посчитать лишь 3 подобных случая. Закупки эти делались на основном персонаже со всеми включенными аддонами и настройками, о которых я расскажу в будущем. Так уж получилось, что найти поход меньше 1,5 миллиона в час оказалось непросто, и я даже предполагал, что не выйдет найти меньше, и придется это считать минимумом. Но все же со временем мне удалось словить поход, в котором за 33 минуты было заработано 490 тысяч, что в пересчете на час дает всего лишь 900 тысяч. Однако, если вы только начинаете свой путь в мире перепродаж, я бы советовал не концентрироваться на покупке тех предметов, которые дают небольшую прибыль. Большую часть дохода все равно дают редкие находки. Скажем, вот разбор первого похода из примеров. Там есть несколько предметов, которые легко увидеть подсказкой ММ, и не нужно никаких специальных знаний, чтобы понимать, что их перепродажа будет легким и прибыльным делом. По сути, все, что нужно, это прийти и увидеть первым. И суммарная прибыль от них – это половина всей прибыли. Особенно актуален такой подход во время ивентов. В игру приходит множество игроков, они бьют какие-то коробки, из них падает что-то, и это что-то массово вываливается на продажу. Порой по совершенно непредсказуемым ценам. И вот в потоке всего этого можно расслабленно ходить кругами по торговцам в ожидании нужного лота. Ходить, ничего не покупая, лишь в ожидании единичных сделок, гарантированно несущих много золота. Спасибо за просмотр. Если было полезно, лайк, подписка и до встречи. Прибыльных сделок и хорошей торговли. Пока.